Всем привет, меня зовут Артем, и я торгую по механике рыночного аукциона. И сегодня хотел разобрать такую тему, как ФВГ. Я думаю, многие из вас пользовались данным инструментом, но не все понимают, как он работает. Сегодня мы со стороны футпринтов и маркет профайла рассмотрим на этот инструмент с другой стороны. Потому что, я думаю, многие из вас тоже сталкивались с ситуацией, что вы нарисовали какой-то ФВГ, ставили лимитку, но цена либо не дошла до этого ФВГ, либо же пробила его, не заметив. Но перед тем, как мы начнем, давайте по стандарту разберем, что такое ФВГ или Fair Value Gap. То есть этот термин был придуман Майклом Хаддлстоном. Это паттерн из трех свечей, которые образуют пустое место между первой и третьей свечей. А, Автор а, говорит, что этот паттерн образуется, как происходит имбаланс цены. То есть здесь баланс между покупателями или продавцами. Но это зачастую не так. Здесь на графике размечен 30-минутный таймфрейм, и я отметил все ФВГ, которые образовались при движении цены вверх. Дальше. Здесь у нас часовой таймфрейм и те же самые ФВГ размечены. У нас 4-часовой таймфрейм и тоже размечены ФВГ. По логике Smart Money мы должны старшему таймфрейму давать приоритет. Соответственно, мы размечаем на 4-часовом таймфрейме ФВГ и ждем цену в дискаунт-зоне. Но, как мы видим, сюда цена просто не доходит. Разворачивается раньше и уходит без нас. Почему так происходит, никто не объясняет. Теперь давайте посмотрим, что такое ФВГ со стороны маркет профайла. Значит, ТПО формируется за счет 30-минутных блоков, и когда цена выходит на импульсе с одного диапазона в другой, формируются сингл-принты. То есть это одна 30-минутная свеча, которая не перекрыта другой 30-минутной свечой. Все очень понятно. Один таймфрейм, один паттерн, один индикатор. То есть в данном случае отображается график тоже 30-минутного таймфрейма. На нем отображается ТПО, и мы видим, что цена делает расширение в другой ценовой диапазон, формируя сингл-принты. Это у нас трендовый день формируется. Буквально от первого сингл-принта, который формируется в конце дня, на следующий день цена получает реакцию и идет лонговое расширение дальше. Все достаточно понятно, прозрачно, нету никаких переключения таймфреймов, есть четкие зоны, где мы будем ждать реакцию на цены для разворота. Ну и это еще не все. Значит, если же мы хотим уже досконально разобраться, что такое имбаланс цены, то есть дисбаланс между покупателями или продавцами, в данном случае нам поможет футпринт. Принт показывает соотношение покупателей или продавцов и продавцов в теле свечи. То есть это разница между бидом и аском. Биды это у нас покупатели, аски это продавцы. Здесь тот же самый график, 30-минутный таймфрейм и полосками отмечены зоны, где был дисбаланс цены. Мы видим, что буквально от каждой зоны происходит какая-либо реакция. Теперь давайте еще ближе разберем данный участок цены на 74 тысячах. Здесь я приблизил график, представленные свечи в формате бидов и асков. То есть циферка слева это у нас биды, справа аски. Дисбаланс, он формируется по диагонали. То есть это разница между бидом и аском. Здесь мы видим, что цена двигалась в лонговом расширении и был дисбаланс на 200, 100, 146, 156 биткоинов в момент движения цены в лонг. И буквально от первой зоны цена получает реакцию покупателя, движение цены в лонг тоже возобновляется. Итак, сегодня мы разобрали
такое понятие, как имбаланс, поэтому у вас будет сейчас более полное представление о том, почему цена движется в том или ином направлении и как правильно находить зоны перевеса покупателей или продавцами. Не за что пользуйтесь. Если вас интересует стратегия по объемному анализу, либо же рыночному аукциону, переходите в мой телеграм-канал Volume Crypto. Здесь есть вся информация, которую я использую для трейдинга. Также еженедельные обзоры по рынку,